السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن نقرأ ونترجم معا. حسنا، هيا نراجع أولا ماذا درسنا من قبل. Давайте с вами повторим то, что мы с вами проходили ранее. Вспоминаем. هيا. مرحبا أصدقائي، اسمي النور. أحب المغامرات والسفر كثيرا. قمت برحلة مدهشة حول العالم مع عائلتي. زرنا أولا مصر، رأينا الأهرامات الكبيرة والنهر النيل الجميل. ركبنا جملا وشعرت بأني مستكشفة حقيقية. تذوقنا طعاما لذيذا وتعلمنا كلمات عربية بسيطة مثل شكرا ومرحبا. И новая часть. بعد ذلك. Что такое بعد ذلك? بعد ذلك переводится как далее. Это те слова, которые мы используем, да, когда мы что-то рассказываем. А потом, далее, после. بعد ذلك – это одно из таких слов. Поэтому, когда вы что-то кому-то рассказываете, например, я была в школе, потом я была в магазине, вы можете использовать слово بعد ذلك. كنت في المدرسة. بعد ذلك ذهبت إلى الدكان. Далее у нас глагол سافر. يسافر. سافر – это форма глагола в прошедшем времени. يسافر – это форма глагола в настоящем времени. Итак, سافر в прошедшем времени спрягается таким образом. أنا سافرت. И сразу попробуйте составить свое предложение. سافرت إلى مكة. سافرت إلى كازاخستان. سافرت إلى روسيا. سافرت إلى فرنسا. سافرت или же هل سافرت إلى أمريكا и так далее. يسافر. Я отправляюсь в путешествие. أنا أسافر. В настоящем времени. Например, сейчас я стою в аэропорту, кто-то мне звонит, и я говорю أنا أسافر إلى مكة. أنا أسافر إلى باريس. حسنا. Здесь у нас речь идет о Франции. Мы говорим إلى فرنسا. بعد ذلك سافرنا إلى فرنسا. Затем мы отправились в путешествие во Францию. Или же мы поехали, да, во Францию, можем и так сказать. سافرنا используется окончание на, потому что речь идет о нас. Девочка рассказывает о поездке ее со своей семьей, да, поэтому здесь окончание на, не забываем. وقفنا. Теперь у нас глагол وقفа. Якифу. Вакафа в прошедшем времени, якифу в настоящем времени. Вакафа, один из переводов – это стоять или же останавливаться. Вакафна в прошедшем времени. Мы стояли. Вакафна. Если сказать «я стояла», вакафту, да? Вакафна амама. Я надеюсь, вы помните, что такое амама. Амама, яни перед. Амама значит перед. Бурджиль Эйфеля аль-Али. Бурдж
Кто-то, может быть, сразу вспомнил Бурдж Халифа. Вообще Бурдж — это есть башня. Бурдж в данном случае Эйфеля Али. Это полное название. Эйфелева башня, да? Бурдж Эйфеля Али. Вакяна. Кяна. Давайте вспомним этот глагол. Что такое кяна? Кяна переводится как быть, да? И это был. И далее слово мандар. Что такое мандар? Мандар переводится как вид. Например, я выглядываю из окна и говорю, смотрю на вид, да, например, там деревья очень красивые, да, я говорю, хада мандар джамиль, это очень красивый вид. Хада мандар джамиль джиддан. Ра'ян. Ра'я, если я не ошибаюсь, по-моему, мы брали ранее это слово. Ра'я — это как отличный, замечательный. Итак, давайте с вами прочитаем вместе эту часть. بعد ذلك سافرنا إلى فرنسا. وقفنا أمام برج الإيفل العالي وكان منظرا رائعا. حسنا, توقفنا في هذا. Остановились мы здесь. Хороших вам уроков и ассаляму алейкум.